У вас намечается праздник, и вы не знаете, что подарить. Корзина с зефирными тюльпанами – это самое лучшее решение. А вот и рецепт. Для этого вам необходимо подготовить красители. Я использовала Кредо, гелевые красители, силиконовый коврик, насадки. У меня насадка тюльпан от Владимира Тюрина, также фантазийная насадка листик, это скорее всего производство Китай, номер я не знаю. Используйте, пожалуйста, плотные полиэтиленовые кондитерские мешки, так как зефир будет плотный, он может порвать этот пакет. Итак, что нам понадобится? Нужно будет агар залить водой. Я использовала 7 грамм агара и 60 граммов воды. Добавила 150 граммов яблочного пюре. Выбирайте яблоки покислее. Воды можете добавить чуть больше, если вдруг у вас масса будет густая. Сюда же добавляем 200 граммов сахара и 1 чайную ложечку глюкозного сиропа. Можете добавить имбирный, что у вас есть. Кроме этого, 60 граммов белка, щепотку лимонной кислоты, можете добавить ванилин, если вам нравится. Я буду делать данный зефир на миксере большом, планетарном. Если у вас ручной, то также этот рецепт можно сделать и на ручном миксере. Одновременно с белками ставим вариться сироп. Так как это заварная версия, или можно сказать заварная техника этого зефира, мы все делаем одновременно. Пока взбиваются белки, у меня 7 скоростей на миксере, я взбиваю на 5, и по чуть-чуть во время взбивания я добавляю сахар. Если я не сказала в начале видео, я добавляю в белки 90 граммов сахара. Полный рецепт будет под видео в описании, об этом не забудьте. Итак, мы варим сироп на большом огне. Нужно будет его сварить до такой свисающей, тянущей капельки. Ниточки не будет, так как это заварная технология, в сиропе присутствует пюре. Вот посмотрите, тягучая такая капелька получается. Температура пюре или сиропа приблизительно 104-106 градусов. Я люблю варить до 106 градусов. Хочу вам сказать, этот рецепт, он просто помощник в данной ситуации. То есть вы можете сделать этот букет в течение 2 часов. Стабилизация зефира просто мгновенная. После того, как вы введете тонкой струечкой этот сироп в белки, нужно будет взбивать на самой высокой скорости всего лишь 1 минуту. Посмотрите на видео, как масса очень быстро взбивается и уже начинает стабилизоваться. Действовать нужно довольно-таки быстро. Мне помогает погода у нас в Турции. У нас аномальная жара в октябре. Сегодня у нас 40 градусов. Взбиваем все на высокой скорости. Посмотрите, как это все получается мгновенно. Миксер разбросал зефирную массу по краям. Это говорит о том, что она уже готова и нужно действовать очень быстро. Я всю массу собрала в шар, в комок внутри держи, для того, чтобы она не быстро остывала. Сюда же я добавляю капли гелевого красителя. Это у меня цвет бургунди. Ну, соответственно, я не всю массу промешиваю, чуть-чуть оставляю, потому что я еще буду добавлять зеленый краситель. Аккуратненько перемешиваем. Лопаточка у вас должна быть крепкая. Вот такая пышная масса получается. И затем вы кладете пакет с насадкой в некое углубление. Я использую большую банку. Можно использовать стакан для блендера, что у вас под рукой есть. Что-нибудь узкое, высокое и устойчивое. Быстрыми движениями накладываю зефирную массу в пакет. Аккуратненько ее утрамбовываю. Так как я
Пробую этот рецепт впервые. Я не стала окрашивать пакеты, насадки и так далее, делать миллион манипуляций. Соответственно, делаю все быстро, потому что заранее уже было сказано, что этот зефир с очень быстрой стабилизацией. Мешок сворачиваем, хорошенечко закручиваем и кладем в подогретую до 50 градусов духовку в полотенце, для того, чтобы зефир не начал стабилизироваться. И сюда уже в оставшийся зефир я добавила зеленый краситель, зеленое яблоко, это тоже марка Кредо. Аккуратненько все перемешиваю. Еще раз повторюсь, для зефира берите плотные полиэтиленовые мешки, потому что зефир получается плотный, когда вы его отсаживаете, пакет лопается. Вот, например, у меня вот такой белый пакет с прошивкой, вроде бы все хорошо, насадка листик, самая простая, но в самом конце все равно пакет решил лопнуть. Но это уже в самом конце, я вам это не буду показывать. Итак, смотрите, саму массу я не продвинула до самой насадки, оставила вот таким шариком, для того, чтобы она не быстро остыла. Убираем все лишнее со стола и начинаем отсаживать. Сейчас, конечно, начинается самое такое действие, которое всегда бывает как противодействие. Тюльпаны то распадаются, то склеиваются и так далее. Следите, чтобы на насадке не было много зефира, по возможности вытирайте, чтобы насадочка была чистая. Но, как вы видите в видео, то, что и не обязательно ее протирать, все отлично выходит, отрывается. Единственное, что, как и всем, нужно будет отрабатывать вот это нажатие, выход массы. Да, масса должна быть определенной температуры. Для тюльпанов больше всего подходит где-то 43-44 градуса, смотря от ее густоты. Если будет масса довольно-таки горячая, то у вас будут вместо тюльпанов получаться просто кучки инжира. Ничего страшного, что тюльпаны получаются немного как бы скривенные на бочок. Также соединяйте лепесточки, которые распадаются. Главное, успевайте, ничего страшного. Когда вы будете составлять букет, когда вы это все добавите листиками, то в самом букете это будет выглядеть довольно-таки гармонично и живенько. Самое главное, не делайте буйства ярких красок, а подбирайте очень красивые пастельные тона. Из данной массы у меня получилось где-то 13 тюльпанов, ну и, соответственно, листики. То есть замес данной массы довольно-таки небольшой. Теперь дополняем тюльпанчики листочками. Я постоянно в поиске насадки для листиков, потому что мне не все нравится. Пока не выбрала свою любимую, как только найду, обязательно с вами об этом поделюсь. Теперь в хаотичном порядке, красиво, как вам нравится, распределяйте листочки. Получается очень нежненько, красиво. Если у вас, например, листочек получился очень такой отрывистый, не острый, то пока еще масса теплая, рукой можно будет исправить данную ситуацию. Просто прижмите край листика, и он станет остреньким.
Также для листочков насадку внутри пакет можно будет окрашивать. Для того, чтобы тюльпанчики были поярче, я их окрашивала китайскими красителями-распылителями. В данном случае скоро в видео вы это увидите. Я люблю, когда листики более гофрированные, с волнушечками. И вот теперь смотрите, зефир очень быстро стабилизовался, его уже можно брать в руку. Я, конечно же, надела нитриловые перчатки. Почему нитриловые? На них нет пудры, поэтому старайтесь пользоваться именно нитриловыми перчатками без пудры. А для окрашивания я использую китайские красители-распылители. Их можно заказать на Алиэкспрессе. Также есть и другие красители-распылители, которые уже производятся в вашей стране. И можно также сделать сухие красители-распылители самостоятельно и для их распыления использовать обыкновенную спринцовку. Все это делается очень просто, быстро. Ну и тоже как бы неплохой способ для окрашивания тюльпанов либо зефирных цветов. Это разводить красители в водке и уже окрашивать изделия из аэрографа. Да, вот небольшой минус в данных красителях, распылителях, то, что краска летит по всей кухне, по всему столу, коврику и так далее. То есть это вот такая некая красительная пыль. Единственное, что я вас предупреждаю, как только зефир стабилизовался, нужно будет сразу же его окрашивать, пока он свежий, пока на нем не появилась сухая корочка. Если уже он немножко подсохнет, то зефир окрашиваться не будет. Весь этот краситель опадет. Об этом тоже не забывайте. Вот такие тюльпанчики у меня получаются. И вы можете собрать из них букет. Для этого нужно будет сначала подготовить подбукетницу и потом уже, используя зубочистки, на нее насадить все тюльпанчики. А еще, конечно, для того, чтобы подготовить красивый букет, делайте не только тюльпаны, сделайте еще один замес и уже из второго замеса сделайте какие-нибудь дополнительные мелкие цветочки. Можно сделать что-то белое и листики. Я использовала корзинку, так как корзинка полая, в нее можно что-то положить. И также я использовала полусферу от пенопластового шарика. Я ее обвернула пищевой пленкой, так как я дарить эти тюльпаны никому не буду. Их у меня быстренько съедят дети. Я ничего не укрепляла. Просто вставила для примера данную структуру, полусферу в корзинку и на нее аккуратненько уже, как вы видите в видео, насаживать тюльпанчики. Почему я вам говорю, что необходимо сделать еще и какие-нибудь мелкие цветочки? Это делается для того, чтобы заполнить ими пустоты. Посмотрите, какого цвета у вас будут тюльпанчики. Ну и, соответственно, в тон к ним нужно будет сделать какие-нибудь бутончики, лепесточки. И это уже вставить между. Для того, чтобы вот так закреплять на пенопласте, достаточно зубочисток, потому что потом вы еще покроете пищевой пленкой данные цветочки, чтобы они не засыхали на воздухе. Ну и, соответственно, это все будет блестеть. Можно добавить различные цветные ленты, украсить корзинку и, соответственно, букет будет выглядеть настоящим подарочным, ярким и очень красиво. Вот таким простым способом
вы можете сделать сладкий подарок, удивить своих друзей, близких. Ну и, соответственно, точно так же вы даже можете это сделать на заказ и заработать денежку, потому что не все могут сделать такую красоту. Так как зефир уже хорошо стабилизовался, его очень легко можно взять в руки. Если вдруг он не влазит между двумя остальными тюльпанами, его можно аккуратненько прижать и вставить. К рукам он прилипать не будет. Зефир вы можете посыпать сахарной пудрой, либо также декстрозой. Тоже будет выглядеть очень красиво. Вот такой замечательный букет из зефирных тюльпанов у меня получился. Я надеюсь, что вам понравился мой урок. Если будут какие-то вопросы, то пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Жду ваших советов, вопросов. Буду рада на них на все ответить. И до новых скорых встреч!